Всем привет! Сегодня начинается моя новая рукодельная неделя, и я показываю вам свои старенькие готовые работы по традиции. Я сегодня показываю работы, которые меня просили показать тоже. Это сердечки от фирмы РТО. Их вообще в серии 3, и я вышивала все 3. Сова, барсук и цапля, но цапля уехала к новой хозяйке, и поэтому у меня осталось только 2 сердечка. Вообще с этими сердечками у меня история началась очень давно, еще до поступления их в продажу. Фирма РТО на одной из выставок, причем даже, может быть, не формула рукоделия, а какая-то выставка была где-то за границей, они показали вот эти сердечки, я увидела их на какой-то фотографии вдалеке, ну, может быть, не совсем вдалеке, но вот они висели, вот эти 3 сердечка, оформленные, по-моему, в какие-то круги, но не в рамки, а по типу пинкипов, мне кажется, они были оформлены. И мне так они понравились очень. Я поняла, что это анонс, то есть там как-то было это ясно, что эти дизайны со временем появятся в продаже, и я очень их ждала. Но почему-то фирмы РТО их долго не выпускали. Прошло, наверное, года 2, прежде чем они поступили в продажу. И когда они в продажу поступили, тут, конечно же, я не могла ждать. Я их сразу же купила, по-моему, сразу все 3 или как-то. Постепенно я их 3 купила, здесь вот я уже точно не помню. Помню, что изначально мне больше всех нравилась именно цапля, но в процессе я полюбила их все, и мне они стали нравиться как-то плюс-минус одинаково все. В общем, мне кажется, сердечки просто изумительные и по отдельности, и все вместе они просто чудесные. Я вышивала их полностью по набору. Здесь у меня 16-я аида, ну как у меня в наборе 16-я аида вложена была у них у всех белого цвета. И 2 сердечка, они синие, это барсук и цапля, и 1 сердечко, оно такое вот бордовое, белая сова здесь. Очень интересные дизайны, интересные разработки, и вышивались они тоже с интересом. Да. Вышивала я их по бумажным схемам, опять же, в те времена еще, и не всегда, может быть, было это как-то очень просто, хотя мне нравятся схемы от фирмы РТО, на мой взгляд, они хорошо читаемые, они такие, что на них удобно отмечать, я всегда вышитое отмечала маркером, когда вышиваю по бумажным схемам, поэтому, в общем-то, было все комфортно. Я сейчас уже не очень помню порядок, в каком я их вышивала, да, но мне, в общем-то, нравилась каждая из них, и каких-то вот негативных впечатлений я от работы не помню. Единственное, помню, что меня немножко пугал бэкстич в цапле, потому что там очень много всякого разноцветного бэка, как бывает у РТО, и в 1-2 нити, ну то есть там что-то такое намешано. И вот здесь вот у барсука тоже вот в этой части довольно много бэкстича, к тому же здесь еще вот эти цветочки, которые вышиваются, некоторые вышиваются с помощью петелек Lazy Daisy, какие-то вышиваются бэкстичем, которые вот покрупнее. Не везде, вот сейчас я смотрю, не везде я прям уж сильно довольна тем, как они у меня получились, но вроде в общей картине смотрится хорошо. По поводу вот этого сюжета я помню, что как-то ожидала, что здесь будет больше использовано металлика, золотых ниток. Он здесь есть, вот здесь на фоне, видите, такие блестящие моменты, наверное. Сейчас я вам еще поближе покажу. И вот на этом дереве тоже есть блеск. Но как-то не сказать, что его прям очень уж много. Вот эта звездочка тоже обводится бэком, металликом. И внутри там немножко, по-моему, бленд есть с металликом. И мне здесь очень понравилось, что у совы блики в глазах сделаны тоже металликом. То есть там такие маленькие стежочки металликом. И это очень здорово смотрится. Давайте будем смотреть поближе. Посмотрим сначала на сову. Вот, смотрите, вот здесь вот идет как раз металлик, вот листочки эти, видимо, изображены здесь с помощью металлика на вот этом дереве. Очень красиво это смотрится. И вот в этой части тоже много таких вкраплений, которые вышиваются металликом. Ну, тоже они как бы к деревьям, видимо, отношение имеют. Сама сова очень шикарная, у нее вот эти вот крылья такие большие, просто огромный размах крыльев потрясающий, мне нравится.
И вот я не знаю, насколько вам сейчас будет видно, но вот эти вот блики в глазах, вот сейчас я даже вижу, что там по 2 стежочка, 2 таких микростежочка в каждом глазике сделано с помощью металлика, и за счет этого глаза, они как будто немножечко светятся. Это очень прикольный эффект, и я прям в тот момент думаю, так, надо запомнить, и может быть где-то я еще так сделаю в каких-нибудь глазах животных. Но, по-моему, так и не применяла нигде, хотя помню об этом до сих пор. И вот по контуру каждого сердечка идет такая своеобразная рамочка, можно сказать, да, кайма какая-то витиеватая, что-то такое интересненькое. Ну, вот здесь, наверное, у совы самое скромное, я бы сказала, вот это вот обрамление идет. Но мне здесь нравится и цветовое сочетание, то есть вот этого вот бордового цвета и белой совы плюс золото, все это смотрится очень красиво. Вот. И барсук. У барсука здесь металлика еще меньше, только вот эти звезды вышиваются металликом, то есть именно вот бэкстич, и вот звездочки, такие вот маленькие одиночные крестики, которые тоже вышиваются металликом. Вот. Сам барсук, как-то здесь, не знаю, так все это мистические, в общем-то. Ну, они все эти сюжеты, они такие вот немножечко в сторону мистики. Я, кстати, помню, что сюжет с цаплей называется «Подарок». Вот этот, по-моему, сюжет называется «Дружба». Видимо, потому что вот барсук смотрит на вот этого мотылька, и они, вероятно, как бы дружат. А вот как называется сюжет с совой, я не помню. Если вы вдруг знаете или помните, то напишите, будет интересно. Вот здесь такой вот элемент тоже любопытный вверху, не знаю, какое-то растение, ну, интересно тоже смотрится. И вот в барсуке мне очень нравится как раз вот это вот обрамление, рамочка, потому что вот эта ветка или ветки по периметру смотрятся в целом сами по себе очень интересно. Еще мне нравится, что практически по всему периметру идет вышивка такими вот темными оттенками, а вот здесь, в этой части, где у нас светится вот этот вот мотылек, или светится луна, на фоне нее мотылек, здесь у нас выполняются вот эти листочки красным цветом, и это сразу тоже, ну, делает какой-то акцент, и тоже работу делает в целом более интересной, потому что вообще вот этот красный, он больше нигде не используется здесь, в этом сюжете, а вот здесь есть. Вот. Барсук сам очень мне нравится, красивый, милый. Вышивался он легко, насколько я помню. И вот здесь можете внизу посмотреть на то, сколько здесь много всякой травы, вот этих цветочков. Может быть, сейчас у меня получилось бы сделать их чуть более аккуратными, но в целом, в общем-то, тоже неплохо все это смотрится. Ну и сейчас, возможно, я бы вышивала их на равномерке, хотя, в общем, мне они и на Аиде тоже нравятся. Тоже они, в общем-то, смотрятся хорошо. В общем, здесь зашивка внутри-то полная идет, только вот Аида, она как фон выступает, и по итогу такой вот результат. Вот такая парочка у меня этих сюжетов осталась. Я, как обычно, не знаю, буду ли я их когда-нибудь оформлять. Они мне очень нравятся, они красивые, и по-прежнему я к ним испытываю самые-самые теплые чувства, но с оформлением у меня, как всегда, все сложно, даже если мне работа очень и очень нравится. Так, ну что, давайте будем переходить теперь к тому, чем я буду заниматься на этой неделе. И в первую очередь я буду вышивать работу, которая выпала нам в игре «Вышить все». Давайте посмотрим, что же выбрал для нас кубик. Сегодня у нас 24-й бросок кубика. Кубик у нас будет сегодня вот такой вот. И что? Ну, ситуация у нас плюс-минус та же самая. У нас самая упрямая цифра – это тройка, которая выпадала в начале сезона один раз только. И так она больше не появляется. Остальные, ну, плюс-минус уже вроде бы все выпадали неоднократно. Ну что, поехали, узнаем, что нас ждет на следующей неделе. Итак, на следующей неделе вышиваем работу под цифрой 4. Да, троечки опять нет. У меня по цифре 4 жирафы от Анкор. Ну, они в последнее время у меня прям активно двигаются к финишу. И вот снова еще продвинуться на 1000 крестиков. Итак, кубик выбрал жирафов.
Какая неожиданность. Вообще у меня такое чувство, что, не знаю, это как-то поле работает, вселенная или что, но вот такое чувство, что жирафов все как-то подталкивают к финишу. И игры, и выбор зрителей тоже вот, ну, прям вот все уже хотят завершения этого процесса. Что, в принципе, неудивительно, потому что на данный момент эта работа, ну, если мы не берем сейчас мой бисерный сюжет, эта работа ближе всего к финишу. Здесь осталось вышивать уже менее 5000 крестиков. В прошлый раз, на прошлой неделе я дошила здесь все крестики. Осталось мне сделать много полукреста и довольно много бэкстича. Поэтому в этот раз я буду заниматься, конечно же, полукрестом, потому что бэком мне заниматься пока можно, но не очень удобно, потому что, ну, вот этого, например, жирафа, да, хотя даже его я не могу отбэкать прям абсолютно полностью, вот здесь линия над ним еще не вышита. Поэтому я буду вышивать полукрест, буду заполнять вот это вот пространство над жирафами. Я думаю, что буду фокусироваться именно на нем. Сейчас я там взяла какой-то цвет, повышивала уже вот здесь. Я помню еще много этого цвета, но, наверное, я не буду стараться вышивать прям весь его сразу. Хотя не знаю. Это я сейчас так рассуждаю, как там пойдет, неизвестно. Но вот сейчас я, когда смотрю на эту работу, мне хочется вот заполнить это пространство центральное, то есть вышить полукрест там, где расположены шеи и головы жирафов, чтобы их отбэкать, потому что мне хочется немножко разделить бэкстич. Я еще тут, как вы помните, наверное, на прошлой неделе обнаружила, что много бэка вот в этом дереве, и поэтому мне хочется эти вещи немножко разделить и сделать часть полукреста, вышить бэк на жирафах, потом уже вышивать дальше полукрест и потом там в какой-то момент вышить бэк на дереве, чтобы опять же не весь бэкстич был разом, потому что он здесь не самый простой, он, конечно, гораздо проще, чем вот здесь вот на зебрах и в траве, но все же хочется как-то немножечко себе работу облегчить. Поэтому пока я вот планирую так фокусироваться на этой части, ну а как получится, мы, конечно же, с вами посмотрим чуть позже, узнаем, увидим, ну и полюбуемся. Так, и теперь рулетка. Я выбираю второй сюжет, который я буду вышивать на первой половине этой недели с помощью своей рулетки основных процессов на лето. Вот 2 раза предыдущих здесь выпадали жирафы. Я надеюсь, что сейчас здесь выпадет что-нибудь другое, потому что, ну, конечно, жирафов надо вести к финишу, но не прям такими уж темпами. Давайте будем смотреть, что же меня ждет. Так, я все-таки, пожалуй, за венок или бабу-ягу. Вот здесь, в принципе, без разницы. Хоть одно, хоть другое. Да. Баба-яга. Ура! Баба-яга – это прекрасный выбор, я считаю, и тоже с удовольствием ее попродвигаю. Ну и больше всего меня радует то, что это все-таки будет 2 разных процесса, а не только одни жирафы. Поэтому я достаю бабу-ягу. Итак, баба-яга от фирмы Panna, и здесь уже тоже у меня очень даже неплохой результат. Вот так она выглядит. Я вышила уже 2/3, 66% у меня готово здесь. В прошлый раз я занималась как раз самым сложным участком, это бэкстич на лице, ну и вообще вот здесь вот на бабе-яге, и дальше будет легче. Петит я тоже вышила большую часть, не скажу, что прям полностью, но самое основное вышло, потому что больше всего его вот здесь, в руке, вот здесь еще будет какое-то перо, и будут вот эти ожерелья с черепами, но их вроде бы буквально 2 мне осталось, с одной стороны одно, и с другой стороны тоже одно. Так что здесь у таких каких-то трудных моментов осталось уже минимум. Поэтому что я буду делать дальше? Вот сейчас, когда смотрю опять же на эту работу, мне хочется заняться избушкой. Как-то вот эта часть чуть более оформленной смотрится, а здесь какой-то прям провал. Вот, да, здесь вот еще сюда крестики пошли, и какое-то вот здесь пустое такое пятно получается. Поэтому я займусь именно избушкой, так полагаю.
и буду вышивать ее. Здесь у меня, правда, вот пропущены какие-то крестики, здесь грибочки должны быть, здесь должно быть дерево, может быть, дереву тоже крестиков достанется, потому что оно коричневое, и в избушке тоже есть коричневые оттенки, может быть, они пересекаются, но это не факт, надо будет смотреть. Ну, если одинаковые, то буду и дерево тоже немножко цеплять. Также из-за того, что я буду вышивать коричневыми цветами, я, может быть, немножко повышиваю еще метлу. Вот здесь вот в руке у Бабы-Яги, может быть, где-то тоже чуть-чуть зацеплю, но буду все-таки сосредотачиваться именно на избушке. Хочу, чтобы у меня появилась избушка. Избушка, она тут довольно такая крупненькая, она хоть и на заднем плане находится за Бабой-Ягой, но вот по картинке она вровень, вот где-то тут заканчивается верхушка избушки, где-то здесь находится. Поэтому вот такая вот она должна будет появиться. Здесь вот у нее ноги я уже тоже в прошлый раз отбэкала, и теперь можно на этих основательных куриных ножках выстраивать дальше целый дом. Вот такой у меня план по Бабе-Яге. Конечно, в избушке, я полагаю, крестиков намного больше, чем 1000. В прошлый раз у меня тоже эта работа, когда я ее вышивала, она перешла у меня в категорию «не сбавляй темп», поэтому здесь уже остается меньше 17 000 крестиков, но все-таки еще приличный объем работы предстоит. Но так как я уже, как сказала, самую сложную часть, на мой взгляд, я вышила, дальше пойдет прям быстренько, резво и так далее. И в этот раз я жирафам планирую уделить 1000 крестиков, хотя можно было бы тоже им чуть побольше уделить, но посмотрим. Я думаю, что все-таки я там сделаю вот в пересчет на крестики 1000, а Бабе-Яге я постараюсь уделить внимание побольше, и если у меня получится здесь больше 1000, я буду чрезвычайно рада. Ну и помимо этого я по-прежнему вышиваю маячок, продвигаю его потихонечку, 23% у меня готово, здесь вот, ну, буквально чуть-чуть, еще один рядочек, и будет уже половина, ну, собственно, 25%, да, тогда будет половина этого кружочка. Эмоции вы мои, наверное, знаете, если смотрите мои видео по поводу этой работы. Ну, в общем, вышиваю я ее так потихонечку, понемножечку, и надеюсь, что буду продвигать и на этой неделе тоже. Показывать буду по мере продвижения. Такие у меня планы на первую половину недели. Увидимся с вами через секунду, посмотрим на продвижение. Ну, давайте смотреть, что у меня получилось. Я, конечно, рассчитывала, что я очень активно попродвигаю Бабу-Ягу, точнее говоря, ее избушку. Давайте посмотрим, как у меня выглядела работа на начало недели. Здесь, к сожалению, мне не получилось сделать прям супер много, но получился тоже нормальный результат. 1091 крестик мне удалось сделать. И теперь работа выглядит вот так. Избушка, в общем-то, ну, почти появилась, по крайней мере, ее очертания точно уже очень хорошо узнаваемы. И оказалось, что избушка достаточно капризная у нас, потому что я в ней ошиблась и долго не могла найти ошибку. Если бы не это, я бы, наверное, еще на 100-другую, может быть, крестиков успела бы сделать здесь больше, но, вероятно, когда я рассказывала о том, что самое сложное в этой работе я сделала, и осталось все очень-очень простое, избушка такая: нет, все не так, я тоже не такая уж простая, как ты думаешь. Вот поэтому с ней тоже пришлось немножко повозиться, но если присмотреться, здесь на самом деле очень много оттенков коричневого. Давайте мы посмотрим на нее чуть-чуть поближе. И в ней несколько, получается, оттенков чистых и несколько блендов. И еще не все я вышила, как вы видите. То есть здесь цветов много, и они так, ну, хорошенечко перемешаны, в общем-то. Поэтому есть где ошибиться. По поводу дерева только один цвет у меня совпал, вот такой самый-самый темный, его здесь немного, он где-то вот по вот этой стороне избушки идет, и вот здесь тоже он есть. Это, кстати, тоже бленд.
второй цвет, который в дереве используется здесь, по-моему, он есть где-то тут в избушке, в окнах, что ли, поэтому, скорее всего, в следующий раз я параллельно вышью и вот этот кусочек дерева, и избушку тоже буду продвигать. То есть в целом все хорошо, все нормально, никаких особых трудностей, конечно же, не было, просто вот в какой-то момент я ошиблась, и распарывать пришлось, не сказала бы я, что сильно много, не больше 100 крестиков, но я вот долго-долго не могла именно найти, в чем же там причина, где же что-то не так. Вот с этой стороны у Бабы-Яги в метле буквально чуть-чуть добавилось, по-моему, 2 цвета, совсем понемножечку крестиков я здесь вышила. И в общей сложности у нас уже здесь с бабушкой 69%, почти, там без 0,03, по-моему. Так что работа очень и очень близка к 70%. То есть потихоньку, опять же, мы идем с ней к финишу. Ну и на самом деле все, что осталось здесь вышивать, это все же простая часть, несмотря на капризы избушки. Помимо Бабы-Яги я, конечно же, вышивала жирафов, как вы понимаете. Давайте тоже посмотрим на то, как они у меня выглядели. Здесь я выполнила свою стандартную норму в 1000 крестиков. 1007 крестиков я здесь вышила. Ну, на самом деле, конечно же, я вышивала полукрест. И теперь работа выглядит вот так. Вы посмотрите, какая красотища получается. Небо все больше и больше добавляется. И я уже, как и хотела, вышила полукрест, который расположен вокруг жирафов. То есть полностью уже жирафов можно бэкать. И в следующий раз, я думаю, именно с этого я и начну. Сделаю бэкстич на жирафах и уже потом пойду вышивать дальше полукрестики. И здесь уже готово 86%. То есть все ближе и ближе к финишу работа. Осталось уже меньше 4000 крестиков вышивать. Это, конечно же, радует. И где-то, наверное, третья часть из этого объема, ну, опять же, мы смотрим по марафону саги, да, где-то третья часть – это бэкстич. То есть бэка здесь все-таки еще прилично. Ну, помимо того, что он есть на жирафах, как я вам говорила, еще он есть и на дереве. Вот на дереве я немножечко как-то так без энтузиазма думаю об этом бэкстиче, но все же надо будет его вышить, конечно же. Хотя там, опять же, если там какие-то неточности или там неточно идти по схеме вышивать бэкстич, я тоже думаю, что будет не слишком критично. Ну а полукреста остается вот уже совсем немного, то есть вот здесь такой приличный кусочек. Ну и вот здесь между веток дерева тоже, конечно же, будет полукрест красивый, яркий, закатный. Мне очень нравится, как получается. Я любуюсь на эту работу. Немножечко я от нее подустала, но я посмотрела, она у меня в последние месяцы, она у меня вышивается каждую неделю с разной степенью продвижения, но тем не менее работа стабильно шьется, и, конечно же, это очень и очень положительно на ней отражается. Помимо этих двух работ я немного вышивала маяк, ну как немного, тоже, в общем-то, так неплохо я его продвинула. Я вышила самые длинные рядочки полностью. Да, полностью. Вот этот ряд, который у меня начат, половина, это уже следующий, который чуть-чуть короче, чем самые длинные. Ну, в общем-то, здесь я подробно рассказывала вам на прошлой неделе свои впечатления, пока сильно ничего не изменилось. Но я рада, что у меня тут небо закончилось. Я перехожу в часть морскую, и здесь поменьше вот этого вот голубого бисера, который мне не нравится. Здесь в целом вот этот кусочек будет меньше, эта часть, потому что больше зелени, маяк и вот это вот все цветочки. Но и вот именно в этом кусочке здесь добавляется белый, то есть вверху белого не было, а здесь добавляется белый цвет, остается вот этот вот бирюзовый, и голубой тоже остается, но его здесь все-таки поменьше. Вот такое здесь у меня продвижение, это уже 30% от всей работы у меня готово в маяке. Это мои результаты за первую половину недели. Ну, так нормальные, в общем-то. Я, конечно, думала, что в Бабе-Яге получится побольше, но в остальном, мне кажется, примерно так я и планировала.
И теперь давайте поговорим о том, что я буду вышивать дальше, чем у меня будет занята вторая половина недели. В первую очередь я буду вышивать сюжет, который девочки выбрали на бусте. В этот раз у нас есть такой четкий лидер, и это янтарные птички от Совиного леса. Я думаю, что многие ждут их продвижения, тем более так получилось, что на прошлой неделе я хотела повышивать, но не повышивала, поэтому я, конечно, с большим удовольствием их возьму. И я посмотрела, сколько мне осталось вышивать вот в этой части крестиков. Там осталось немножко меньше 1000. И поэтому я думаю, что в этот раз я именно этот кусочек сделаю, чтобы потом вам именно эту часть красивенько показать. Ну, в следующий раз постараюсь сделать чуть больше 1000 крестиков, чтобы как-то восстановить справедливость по отношению к птичкам. Ну а пока дошиваю вот именно этот кусочек работы. Здесь будут заполнены вот эти вот пропуски, то есть где-то вот видите, вот здесь такие немножечко как бы пустоты есть, хотя и так уже смотрится, в общем-то, хорошо. Можно было бы и на этом остановиться. Но нет, здесь как раз еще добавится ярких желтеньких элементов, поэтому будет еще интереснее, еще симпатичнее. И именно этим я и буду заниматься в птичках. Дальше мы переходим к голосованию на YouTube. Я почитала комментарии. Спасибо огромное вам, что вы их пишете, что голосуете. Я в этот раз попробовала как-то сориентироваться, за кого же голосовали больше, но не смогла определиться. Мне кажется, за многие работы примерно одинаково было количество голосов. Это, наверное, жирафы, венок, слон от Анкор. Много голосовали тоже за птичек, мне кажется, за весну в Париже в этот раз побольше голосовали, за бабушек моих тоже, за девушку. Очень многим понравились элементы, которые появились на Северной девушке, поэтому за нее тоже голоса были. Ну, в общем, голоса были за все работы, и, может быть, за лонгдог было голосов меньше, чем за другие сюжеты, разве что. Но и за него тоже голосовали. Поэтому давайте будем переходить к выбору, посмотрим, что же из всего этого разнообразия выберет нам рандом. Вставляем ссылочку, загружаем видео. О, сегодня даже нам картиночку показали. И поехали, выбираем. Обрабатываются комментарии быстро и весело. И чей же комментарий будет? Так, Justin. Попробуем посмотреть. Just N. Ага, Just N. Вот такой вот ник. Спасибо за видео, отличное продвижение. Голосую за венок или снеговиков, на ваш выбор. Интересное предложение. Венок или снеговики. Ну что же, сейчас я покажу, что я выбрала. Спасибо огромное за комментарий и за ваш голос. Ну и раз уж мне предоставили возможность выбирать, я выбрала венок. По многим причинам. Во-первых, этот процесс я, пожалуй, люблю все же больше, чем имбирных снеговиков. Это раз. Здесь мне нужно выполнять мой план, а именно закончить его в этом году. Это два. И здесь как раз такой интересный момент, когда я могу переставить раму и двинуться дальше, выполнять свои планы. Это 3. Поэтому буду вышивать именно венок. Любуемся на вот эту вот красоту. Ну, не то чтобы в последний раз, но пока в ближайшем будущем мы все это не увидим. Хотя, знаете, мне кажется, здесь еще нужно будет вышить буквы. Ага, да, вот здесь выше розочки. Ну, я думаю, что где-то вот так по середину розочки примерно, наверное, вот под этими буквами, где-то вот так вот я все вот это вот спрячу. И будет виден только небольшой кусочек розочки, бутончики, ну вот эта вот часть. И буду вышивать дальше. В этот раз я буду вышивать исключительно крестики, и я буду заниматься зеленью и, возможно, ландышами. Ну, собственно, зелень тоже буду вышивать именно у ландышей. То есть вот они, маленькие эти беленькие цветочки, и вот они, листья.
Вот эту часть буду продвигать. До стрекозы интересно добраться, но до стрекозы это, наверное, попозже. Вот эти вот буковки, про которые я говорила, тоже, наверное, сразу сделаю. Ну да, чтобы не оставлять их на потом. Как-то буквы я все-таки стараюсь делать параллельно, чередуя с основной частью веночка, именно с венком. Вот, значит, здесь я планирую сделать 1000 крестиков. И что я хочу еще взять, помимо этих 2 сюжетов, за которые вы проголосовали. А хочу я взять вот эту работу РТО «Весна в Париже». За нее голосуют поменьше, пореже, чем за другие работы, хотя в этот раз за нее было достаточно приличное количество голосов. Но мне она очень нравится. Я понимаю, что этот сюжет нравится не всем. Есть те, кому он нравится так же, как и мне. Есть те, кому он нравится не очень. Ну или вообще не нравится, что тоже, в общем-то, нормально. И здесь чем я буду заниматься? Я в прошлый раз вышила вот эту такую часть, такой клинышек платья, можно сказать. И буду заниматься и дальше платьем девушки. Возможно, пойду вот в эту верхнюю часть скорее, чем вниз, я так думаю. Но, возможно, это как-то параллельно будет происходить. То есть, может быть, здесь одни и те же цвета будут использоваться там и там. Но это достаточно такие большие здесь пространства, кусочки зашивки. И я думаю, что именно вот платьем я только и буду заниматься в этот раз. Сколько успею, столько успею. Здесь будет зависеть от того, сколько времени у меня останется, потому что в первую очередь я буду уделять внимание янтарным птичкам и венку. Ну а эта работа будет у меня по остаточному принципу. Здесь может как в плюс, так и в минус сыграть. То есть может так оказаться, что и больше времени достанется, чем другим работам, а может быть и меньше. То есть здесь мне сложно спрогнозировать. Ну и, конечно же, я по-прежнему буду вышивать маяк. Здесь у меня уже пошли рядочки на укорочение, то есть будет ощущение, что работа продвигается быстрее. Мне несколько человек написали в комментариях, что у них, кажется, был другой бисер в наборах. Ну да, похоже, что у них немножко вот в этом наборе бисер они меняли, производителя. Вот. Но, тем не менее, работу все равно буду вышивать, поэтому буду тоже ее продвигать и вам показывать. Все, планами поделилась, пошла их реализовывать. Ну, а с вами встретимся буквально через секунду и посмотрим на то, что у меня получилось из этого всего сделать. Ну что ж, давайте смотреть, что у меня получилось сделать. Я повышивала все работы, которые вам анонсировала в прошлый раз. И давайте начнем с той работы, с того сюжета, в котором у меня получилось сделать больше всего. Это венок от Dimensions. В прошлый раз я вам показывала его в полной красе, все было видно, как там у меня получается. Теперь я раму переставила, всю красоту спрятала, поэтому сравнивать было стало, смысла особого нет. Сразу покажу, что у меня стало. И вот такой кусочек у меня здесь появился. То есть розочка была вышита, немножко зелени над розочкой тоже чуть-чуть тут как бы местами было. И появилась у меня остальная зелень здесь. Белые вот эти вот цветочки, будущие ландыша. И вот эти буковки тоже вышивала я в этот раз. Давайте посмотрим поближе. Видно, да, какое свободное пространство, как много мне еще здесь предстоит вышивать. Я не знаю, получится ли у меня вот до верха здесь добраться сразу, или надо будет еще что-то сдвигать. Может быть, даже и хватит вот этого места, но снова теперь предстоит мне его заполнять потихонечку. Ну вот, здесь я в основном вышивала, конечно же, зелеными различными оттенками, потому что здесь есть такие более приглушенные, наверное, можно сказать, такие серые, может быть, холодноватые оттенки. Это вот здесь и где-то вот здесь вот они использовались. Были более теплые зеленые оттенки. И помимо этого я вышивала желто-зелеными, тоже это вот здесь, например, желтым вот здесь. И белые вот эти вот будущие цветочки. Видите, тоже как интересно они выглядят. Такие квадратики, буквально квадратики беленькие, прямоугольнички. И, конечно же, они преобразятся благодаря бэкстичу. Все-таки Dimensions тоже без бэка, ну, наверное, практически не бывает. В Dimensions большую часть
работы делает именно бэкстич. Поэтому здесь тоже все преобразится, а пока вот у меня такие квадратные цветочки. Ну вот такой кусочек появился, вышивалось все прелестно, чудесно, мне нравится, процесс идет очень хорошо и очень приятно. Что меня особенно радует в этом смысле, это то, что мое отношение к фирме Dimensions потихонечку выравнивается и возвращается в какое-то позитивное русло. Поэтому, вероятно, дальше я буду еще вышивать Дим, и на этом веночке не остановлюсь. И, возможно, таких долгих перерывов уже у меня не будет. Просто буду подходить к этому вопросу, ну вот, несколько иначе. Так, здесь, значит, у меня вот такое замечательное продвижение. Да, я не сказала, сколько я вышла. 1137 крестиков у меня получилось сделать в этом сюжете. Это 49%, больше 49%, но до 50% я не добралась. Будем эту отметочку в 50% преодолевать в следующий раз, когда возьмусь за эту работу. Так, дальше давайте посмотрим на янтарных птичек. И вот здесь уже имеет смысл сравнить, как они у меня выглядели до этого подхода. Давайте посмотрим на них. Я стремилась вышить всю вот эту левую часть, закончить ее. Я это сделала, и теперь работа выглядит вот так. Когда я вам показывала ее перед вот этим подходом, я почему-то думала, что здесь будет очень много еще желтых, оранжевых оттенков, и совершенно забыла про серые. То есть у меня были вышиты зеленые вот все эти листья, но они были вышиты как бы, ну сами листья были вышиты, получается, как будто наполовину. То есть зеленая часть вышита, серая нет. Ну, смотрелось, в принципе, все тоже весьма неплохо. И я забыла про то, что здесь есть вот эти серые вторые половинки листочков. Поэтому большую часть, на самом деле, того, что я делала в этот раз, это именно вышивала серым вторую половинку листиков. Тут здесь, вот эти тоже листочки, вот здесь. И, конечно же, желтым оранжевым я тоже повышивала. У меня появился вот этот бутончик и вот этот цветок. Так что эти оттенки тоже были, но просто их было меньше. Теперь у меня полностью эта часть готова. Можно переставлять раму на левую сторону, и нужно будет сделать все то же самое симметрично. Но на самом деле даже уже чуть меньше, потому что все-таки центральный элемент, он у меня уже вышит. И хотя бы немного, но меньше половины у меня остается. Получилось в этот раз вот здесь у меня набрать 929 крестиков, и это 57% работы. Остается меньше половины. Прекрасно, выглядит все отлично, вышивалось хорошо, замечательно. Конечно, черная основа, она немножечко усложняет мне работу, но все равно получается все хорошо и продвигается все весьма славно, без каких-то особых проблем и сложностей. Переходить на вторую часть и вышивать то же самое для меня, как мне кажется, сейчас проблемой не будет. То есть нет ощущения, что я буду второй раз делать то же самое, потому что здесь элементы достаточно разнообразные. Я уже не очень-то хорошо помню, как вышивала вот эти вот, например, элементы, которые ближе к центру находятся. Ну, не то, что не очень хорошо помню, но с удовольствием, в общем-то, их повторю. То есть вот здесь вот нет какой-то особой монотонности и ощущение того, что элементы нудно вышивать, что они вот часто повторяются. Такой эффект у меня был, когда я вышивала «Звездного дракона» от Совиного леса. Там вот были элементы, которые достаточно часто повторялись одним цветом, и там вот этот момент иногда мне немножко мешал. Здесь пока у меня такого нет, и я думаю, что не успеет возникнуть. Вот такое прекрасное продвижение, замечательные птички, получается очень-очень здорово. Действительно хороший дизайн, приятная очень разработка от Совиного леса. Далее я занималась вот этим сюжетом «Весна в Париже» от фирмы РТО. И тоже давайте посмотрим, что же у меня было здесь вышито перед этим подходом. Я не смогла здесь сделать слишком много. У меня получилось сделать почти 800 крестиков, 794. Очень хорошо все вышивается. Работа теперь выглядит вот так.
Шьется просто как песня, очень душевно, очень легко. Мне очень нравится вышивать этот сюжет. Крестики укладываются прекрасно. Здесь, напомню, 14-я Аида. Аида у меня из набора, она здесь весьма приятная, по ней вышивать мне нравится. И здесь такими достаточно большими вот полосочками, какими-то кусочками, элементами вышивается. Бывают отдельные вкрапления крестиков в небольшом количестве, ну как вот здесь, например, вы видите, это стебель цветочка. Естественно, что он состоит из небольшого количества крестиков, но в основном все-таки это такие достаточно объемные пятнышки. Ну и вот здесь можно уже разглядеть, вот так вот, если посмотреть плавненько, видите, идет линия, это будет рука девушки. Вот здесь даже можно пальчики разглядеть, они у нее согнуты, то есть они поэтому не такие длинные, но вот видны и пальчики тоже. Видите очертания руки? Я не сразу это заметила, я заметила это только сейчас, когда начала вам показывать работу. Пока вышивала, я на это внимание не обращала. Ну вот, в общем, здесь сильно-то рассказывать нечего, все прекрасно шьется. Иногда думаю про то, что может быть сдвинуть работу чуть-чуть, вот передвинуть, да, вот эту часть спрятать и дать себе побольше пространства слева, чтобы можно было там, если что, как-то разойтись. Но пока как-то очень хорошо вписываются вот те кусочки, которые я вышивала, и особого желания пойти дальше у меня не было. Если будет, то я, возможно, спрячу все-таки этот кусочек. Ну, может быть, и так повышиваю, потому что здесь тоже, видите, центр находится вот здесь, и мне хотелось бы, конечно, заполнить вот эту часть полностью, прежде чем передвинуть раму, чтобы переставлять ее не по чуть-чуть, а чтобы переставить и сразу полностью уже вышивать потом нижний левый угол. Ну вот, в общем, пока я занимаюсь платьем, и, судя по всему, рука тут у меня появится когда-то в ближайшем будущем. Вышивается настолько хорошо, что немного жаль, что мало времени достается этой работе. Вот последние пару раз, когда я ее брала, продвигала понемногу. Ну, то есть 800 крестиков, это, конечно, не очень много для такой работы, хотя мы благодаря этим крестикам добрались до 25%, что, в общем-то, тоже хорошо. Да, четверть уже готова. Кажется, как будто у меня здесь четверть сюжета на раме видна, и здесь еще довольно много вышивать, а на самом деле четверть сюжета уже готова, потому что центр находится вот здесь. Получается, что вот такая часть – это четвертинка. Ну и так как я сюда выползла за пределы этой четверти, сюда тоже, то, вероятно, если все это сложить, получается как раз 25%. Такое здесь продвижение. Ну и я вышивала снова маяк, потихонечку, понемножечку, еще какое-то количество крестиков и рядочков добавила. И получается у меня уже вот такая, насчет красоты не знаю, но вот такая картинка у меня получается. Нижний ярус маяка я уже вышиваю, приступила к нему, осталось буквально 3,5 рядочка, и маяк будет готов. Работа продвигается более-менее хорошо. Здесь, правда, снова появился вот этот вот голубой цвет, мой нелюбимый, но его тут уже намного меньше, и вообще здесь кусочек моря остался совсем-совсем маленький, а вот эта часть вышивается для меня более приятно. Решила я в домике вот эти окошки все-таки оставить не зашитыми, как-то в маяке мне не хотелось оставлять это пустое пространство, здесь я решила попробовать оставить. Посмотрю, как это будет выглядеть, если мне совсем уж будет как-то резать глаз и совсем-совсем не нравится, тогда пришью туда что-то дополнительное в окошке, но пока пусть будет так. Вот такие у меня продвижения, и что у меня получается по коллажу. На данный момент у меня 11 работ. Одна из них бисерная, ее в коллаже нет. В общей сложности за неделю у меня получилось вышить 5500 крестиков, что весьма и весьма даже неплохо, даже, скажем так, хорошо. И по-прежнему у меня остается 10 работ в коллаже. В категории «Хочу финиш» живут жирафы, в которых осталось вышивать уже меньше 4000 крестиков. Да, так близко, уже близко к завершению. Янтарные птицы, в них вышивать примерно чуть больше 5000 крестиков.
Категория «Не сбавляй темп». Из нее вышивалась только одна работа на этой неделе. «Северная сказка», «Имбирные снеговики» и «Ягусина весна» не вышивались. Но у нас здесь сейчас живет Баба-Яга от Панны, и там осталось вышивать примерно 15 500 крестиков. Представляете, Баба-Яга уже вот тоже, нельзя, конечно, сказать, что на финишной прямой, но она уже недалека от финиша, учитывая ее размер. Категория «Думай о великом». Здесь я не вышивала лонгдог и слона от Анкор. Довольно хорошо продвинулся венок от Dimensions. В нем осталось вышивать примерно 17 400 крестиков. А это значит, что в следующий раз, когда я повышиваю эту работу, то он уже тоже перейдет в категорию «Не сбавляй темп». И не очень далеко от него отстает в этом смысле «Весна в Париже» от РТО. И хотя там продвижения не такие значительные, вышивать там еще примерно 18 800 крестиков, но тоже как бы ощущение, что пару раз, если нормально повышивать этот сюжет, то он тоже перейдет уже в категорию «Не сбавляй темп». И, конечно же, это прекрасно, замечательно и очень даже радует. Вот такие у меня результаты за неделю. Надеюсь, что вам было интересно на них посмотреть. Я знаю, что многие уже ждут каких-нибудь стартов, но у меня сейчас так хорошо идут текущие процессы, что хочется их еще немножко попродвигать, прежде чем начинать что-то новенькое. Я вам говорила, что летом я старты планирую, да, небольшое количество, но они будут. Думаю, что, скорее всего, я их начну в июле. Я так полагаю, наверное, даже в начале июля, но пока еще немножечко попродвигаем текущие процессы. Уж очень здорово это на них отражается. И мне очень нравится наблюдать за тем, как они планомерно двигаются и переходят из категории в категорию. В общем, как-то есть ощущение, что работа идет, и это классно. Ну что ж, на сегодня я вроде бы вам все рассказала, показала. Буду рада, если вы напишите в комментариях, как вам мои продвижения, как вам мои птички, жирафы, нравятся вам или нет, и болеете ли вы за их завершение. Конечно же, голосуйте за работу, которую вы хотели бы, чтобы я продвинула на следующей неделе. Обязательно выбирайте что-нибудь из коллажа, либо можете выбирать категорию. У нас сейчас обширные категории «Не сбавляй темпы», «Думай о великом». Ну и, в общем-то, финишные тоже есть 2 сюжета, тоже можно за нее проголосовать. Спасибо вам большое за просмотр, благодарю вас за внимание и за комментарии. Большая благодарность моим подписчикам на Бусти за поддержку. И мы, конечно же, увидимся с вами в следующих видео. Желаю вам всего самого-самого доброго. Увидимся. Пока-пока.